Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. И у нас сегодня вареничный день. Поделюсь 3 интересными начинками, на которых я в свое время заработала хорошие деньги. Первая начинка – картофель с печенью. Вторая начинка – с квашеной капустой. А третья начинка, уверена, она вас удивит. Ни за что не догадаетесь, с чем еще можно приготовить вкусные вареники. Начну с теста. На данный момент это наше любимое тесто на желтках. 3 яйца. Отделяю белки от желтков. Желтки в большую чашу. К желткам добавляю примерно пол чайной ложечки соли. И с помощью вилки хорошо перемешиваю, чтобы они разошлись. Сюда же стакан обычной холодной воды. 250 мл. Снова перемешиваю, чтобы желток разошелся. И вливаю 30 мл растительного масла. Можно заменить на сливочное растопленное, тоже будет очень вкусно. Все, жидкая часть готова, займусь мукой. Сразу в миску просеиваю примерно 500 граммов муки. И теперь беру и замешиваю тесто. Вливаю жидкую часть в муку вилочкой. Здесь, я думаю, все знают. Все до последней капельки. Видите, соль внизу и желток. Начинаю замешивать тесто сначала вилкой. Все, а сейчас перехожу на стол. Мука. Выкладываю тесто. Мое самое любимое. Начинаем хорошо вымешивать. Ух, руки помнят. Десятки тысяч вареников перелепили. А сколько теста намесили. Ой, друзья, был период в нашей жизни, когда мы с Сережкой на пару занимались варенично-пельменным бизнесом. Я его научила и тесто месить, и вареники, пельмени лепить, красивые, одинакового размера. Фух, нервов, конечно, это стоило, но все же мы справились. По необходимости стол припыляю мукой, по чуть-чуть, чтобы тесто все же осталось мягким и эластичным. Руки почувствуют, друзья. Перестанет тесто липнуть к рукам, к доске, оно будет таким эластичным, приятным, тогда и достаточно. Все, на этом и закончим. Тесто получилось мягкое, в то же время такое эластичное, не липнет ни к рукам, ни к доске. В общем, результатом я довольна. Беру чистый пакет, кладу тесто и убираю в холодильник. Пусть отдохнет, пока я приготовлю начинки. Начинки у меня сегодня, друзья, будет 3 варианта, потому что так заказали. Первая будет для Сережки картофель с печенкой. Картофель нарезаю. Есть. Заливаю водой, так, чтобы покрыло. Сюда чайную ложечку чесночной соли, ту, которую мы сделали. Добавлю немножко куркумы. Полезная штука, друзья, хочу вам сказать. Перемешиваю, накрываю крышкой и ставлю на огонь, пусть варится. А рядышком кастрюлька у меня, здесь буквально 500 мл воды. Я ее тоже немного подсолю, добавлю несколько горошин душистого перца и дам закипеть. Как только вода закипела, выкладываю печенку. 3-4 кусочка будет достаточно на мое количество картофеля. Перемешиваю и отвариваю 5-7 минут с момента закипания. А я в это время сковородку на огонь. Буду использовать смалец, такую хорошую ложку. Можно, конечно, и растительное масло. То, как любит. Пусть тает. Беру хорошую луковицу и нарезаю на кубик. Когда сковорода с маслом нагрелась, выкладываю лук. Ух, как все вовремя. Немного соли. Капелюшечку сахара. Перемешиваю и вкусно и красиво обжариваю. До румяности, карамельности. Все покажу. Ой, хорошо, что выжарочки попались. Начинка, Сережка, для тебя получится вообще обалденная. Печенка. Благодарю тебя за вкусняшки, которые ты мне готовишь. Пожалуйста, ты же знаешь, я люблю тебе угодить. И здесь, друзья, у меня тоже все хорошо. Можно уже вынимать, сливать водичку. Что ты ждешь? Я тебя уже покормила. Так, выкладываю на тарелку, пусть остывает. Следим за луком. Ой, еще пусть жарится. А знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем, чтобы сэкономить время? Мы займемся второй начинкой. Давай. Моей любимой.
Все, эту сковороду отставляю сюда, а сюда вторую сковородку. Вторую начинку я также буду делать на смальце. Опа, видишь, он сразу оп, и что сделал? Опустился вниз. Вот. А меня спрашивали, зачем вы это делаете? Тоже такую приличную ложку. Пусть греется. А я одну луковицу нарезаю на мелкий кубик. И сразу же выкладываю в сковородку. Пусть уже начинается процесс приготовления. Обязательно щепотку сахара. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. А я пока беру немножко свежей капусты и тоненько шинкую. Отлично. Немного ее измельчу ножом, чтобы было удобно лепить вареники. Следим за луком. Ой, отлично. Когда лук стал прозрачным, добавляю капусту. Перемешиваю и хорошо обжариваю, чтобы капуста приобрела такой коричневый приятный цвет. Также беру примерно такое же количество квашеной капусты. Я ее не мыла, ничего, просто немножко сцедила жидкость. Также измельчу. Ой, даже калинка попалась в рот. Ух, покажи, какой у меня лучок здесь красивый, Сережка. Карамельный, такой, как мы любим. Выключаю нагрев. И еще первые 30-40 секунд перемешиваю. Потому что сковорода-то нагретая. Что там такое? Там? Мячик нашел свой любимый. Нашел свой любимый мячик. Ням-ням. Кодовое слово у нас. Если хотите, чтобы Лаки быстро прибежал, нужно просто сказать ням-ням. С любой точки двора, с любой точки дома, он уже все, рядом, тут как тут. Смотрите еще раз. Ням-ням. Опа, ням-ням. Капуста у нас. Когда капуста вот так вот красиво подрумянилась, на это ушло буквально 5-7 минут. Все очень быстро. Можно добавлять и квашеную. Ой, сейчас заиграет по-новому. Перемешиваю. Добавляю черный молотый перчик. Соли добавлять не буду, у меня здесь квашеная капуста. А балансом послужил тот сахар, который я посыпала на лук. Сюда же небольшой лавровый лист. Я его на кусочки разломлю, а потом достану. Перемешиваю и обжариваю 2-3 минуты. Этого будет достаточно, чтобы все объединилось и подружилось. Так, а что там картошка? Все, готово. Картошечку, друзья, уже можно сливать. Ой, хорошо, что ручки такие. Опа! Поехали. Картофель пересыпаю в кастрюлю, в миску. Разминаю картофель толкушкой. Готово. Да, Сережка, беру терку, остывшую печенку и натираю. Она еще теплая, когда совершенно холодная, она еще проще натирается, друзья. Все, готово. Какие-то 2 секунды и печенка натерта, друзья. Полезный совет. Аня, а капуста? Сережка, а капуста уже готова. Также выключаю нагрев. И все. Нужно дать ей хорошо остыть. Вкусняшка наша. Продолжим с картофелем. Беру лук и прямо с жиром, с маслицем ароматным добавляю сюда. Ой, как он пахнет. Конечно же, черный молотый перчик. Любит муж это дело. И добавлю еще одну изюминку, друзья. Укроп. У меня из морозилки, пока начинка горячая, он отдаст свои ароматы. Перемешиваю. Если бы вы только знали, как это все вкусно пахнет. Такие ароматы, что не хочется уже никакого теста, никаких вареников. Просто взять, в тарелочку наложить. Дать попробовать? Давай, конечно. Не дам. Довожу до вкуса солью. И начинка готова. Нужно хорошо ее остудить. А сейчас, друзья, третья и интересная начинка. Сковородку на огонь. Граммов 10 сливочного масла. Столько же растительного или смальца, как у меня. Совсем чуть-чуть. Пусть греется. А я в это время беру одну крупную луковицу и нарезаю на мелкий кубик. Или на крупный, кому как нравится. Это не имеет никакого значения. Ничего не жду, сразу выкладываю лук. Щепотку соли, столько же сахара. Перемешиваю и обжариваю до мягкости.
Следующим ингредиентом, друзья, будет фарш. У меня здесь граммов 400. Можно использовать любой фарш. У меня здесь свинина и немножко говядины. Когда лук стал прозрачным, можно добавлять фарш. Опа. Разминаю лопаточкой и выпариваю жидкость. Нагрев под сковородой делаю максимальный, чтобы ускорить процесс, друзья. Когда жидкость выпарилась, фарш обжариваю. Ой. И как только вкусно начало пахнуть, видно, что он обжаривается, да? Такой румяненький. С прижарочками, с пригарочками. Добавляю 1 столовую ложку муки. Быстренько перемешиваю и прогреваю около 30-40 секунд. Так как у нас здесь такая жирная среда, мука хорошо растворится, напитается ароматами и будет хорошим загустителем. Для соуса бешамель, друзья, да, это мой упрощенный вариант. И получается так же вкусно, как и если бы я делала это все в отдельном сотейнике. Греем. Сейчас делаю под сковородой нагрев минимальный. Оп. И вливаю 1 стакан молока. Обычное молоко, друзья. Буду смотреть, может понадобится немножко больше. Соль по вкусу. Черный молотый перчик. Сюда же 2 гвоздики. Да, потом будем вылавливать. Ну а что делать? Нам нужны вкусы. Несколько горошин душистого перца сюда. Немного мускатного ореха. Сейчас это все дело перемешиваем. Вот смотрите. Сейчас покажу, как же ориентироваться. Я уже вижу, что стакан молока мне мало, потому что мясо должно в чем-то тушиться. Поэтому я смело вливаю еще полстакана. О, теперь прекрасно. Перемешиваю и тушу 10-15 минут на минимальном нагреве. Оно должно томиться. Друзья, поверьте, это настолько вкусно, сочно, необычно. Мы поначалу не понимали, как могут быть вареники уже с готовым мясом. Ну, пельмени-то с сырым. А когда попробовали, конечно же, на свой манер, просто влюбились. Заказов было на эти вареники очень много. Это был прямо хит продаж, да? Да-да-да. А чтобы жидкость не быстро выпарилась и все хорошо приготовилось, прикрою на 5-10 минут крышкой, чтобы фарш, соус, все объединилось, поженилось. И, в общем, получилась очень вкусная такая паштетная масса. Прошло 15 минут, открываю крышку и смотрим, что у нас здесь. Пахнет у нас здесь очень вкусно. Еще оставляю на 5-7 минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя жидкость. Как только жидкость выпарилась, поджарочка стала такой густой, можно выключать нагрев. Начинку перекладываю в другую мисочку и даю хорошо-хорошо остыть. Она застынет и будет прекрасно держаться вместе, и вареники будет легко слепить. Я на улицу ее отнесу. Кстати, уже можно на хлебчик, или в картошечку, или к макарошкам. Вот такая вот вещь, друзья. Конечно же, наши вареники мы будем заправлять вкусной зажаркой из лука. Поэтому сковородку на огонь. Сюда смалец. А я пока нарежу 2 луковицы. Выкладываю в сковородку. Немножко сольки и красиво обжариваем. До золотистой корочки. Да. Корочки. До золотистого цвета, Сережка, кулинар ты мой. А я беру тесто. Оно отдохнуло. Смотрите, какое желтенькое, красивое. Кстати, на желтках оно даже и в холодильнике остается таким же красивым. Не теряет цвет, не синеет, как обычное. Подмешаю. Ой, как пластилин. Все, можно приступать. Здесь кто как любит. Я люблю отрезать кусочек, скатать колбаску, нарезать на кусочки. Опять-таки я эти окунаю в муку. Так бабушка моя всегда делала. Да и мама. Поехали. И раскатываем. Тесто эластичное, с ним приятно работать, оно хорошо раскатывается. Первое сделаю с картофелем. Их самое проще лепить. Да. Да хотя, Сережка, сегодня такие начинки, что со всеми проще. Сделать для тебя красивое, чтобы они отличались. О, вот такой красавчик у меня получился.
Перекладываю на досточку и продолжаю. Следующие будут с капустой. Мои любимые. Ух, Щедро так положила. да, я люблю щедро. Ты же знаешь, я женщина щедрая, справлюсь. Оп, видишь, ловкость рук. Вот тебе и ежики. Ну и третий вариант с мясом. Посмотрите, начинка хорошо застыла, и вареники будет легко и просто лепить. Беру начинку. Если будут попадаться горошки и гвоздика, конечно же, я буду убирать. А если не заметишь, это будет сюрприз? Да, будет сюрприз. Ну, с этими я уже не буду извращаться, друзья. Уже так хочется это все съесть. Просто залепим, как обычные вареники. Вареники готовы. Вода кипит. Соль. Сразу в 2. Воду раскручиваю хорошо. И запускаю в нее вареники. Это у меня с капустой. Завертелись, закрутились. Отлично. Также поступаю и с этой кастрюлькой. Хорошо раскручиваю. И запускаю вареники. Немножко хочу эти еще подкрутить. С момента закипания отвариваю вареники 2-3 минуты. Все. Эти уже можно вынимать. Посмотрите, какие они прикольные. Как на кефире. И в тарелку. Это для меня любимое. Конечно же, сверху беру лучок с маслицем и поливаю. Немножечко, много не нужно. Хочу, чтобы сохранился вкус вареников. А в эту же кастрюлю, друзья, запускаю вареники с мясом. Также раскручиваю и туда. Ох, уже и те готовы у нас, Сережка. Какие мы с тобой сегодня шустрые. И эти подоспели. Вынимаем. Сюда я немножко бросила сливочного масла. Оп. И оно сейчас все смешается. И это будет просто шедевр. Ну покажи, хвались. Потом... Ой, хвалюсь. С капустой. Смотрите, какое тонкое тесто, какие они нежные. Оп. Ну, я думаю, здесь все понятно, да? Тонкое тесто, много начинки. Вкус потрясающий, потому что у меня уже рефлекс. Как это вкусно. Ну а теперь с картошечкой. Да, любимые вареники моего мужа. Оп. Тонкое тесто, много начинки ароматной. Сережка. Во. И тебе, муж мой любимый. Вкусно? Да. Это очень вкусно, друзья. Ну и сейчас нашумевшие вареники. Хит продаж. Покажу, что здесь. Берем вареничек. Разрезаем. Я думаю, вы понимаете, какой он сочный. Посмотрите. Оп, видно? Видно, видно. Соус снова растаял. Соки, все это дело. И берем. Ну, мои хорошие, это очень вкусно. Только горячо. Даже вкуснее, чем... Да, чем с картошкой, с капустой. Посмотрите, какое тонкое тесто и какая сочная начинка. Видно, Сереж? Видно, видно. Вот. И это сейчас я все на радость маме съем. Класс. Детям картошка и капуста, а нам с мясом. А нам с Это мясом. прям, ну, Это это прям вообще ням-ням-ням. А со сметаной еще это... Так что, друзья, готовьте, экспериментируйте, делитесь своими начинками, будем готовить вместе. Всем приятного аппетита, мирного неба. Ну а мы продолжаем. Покажи еще. Я же хочу, чтобы они увидели всю эту сочность, красоту и вкусноту. Как тебе счастье, мои вареники? Мне все заходят, я все люблю. Все Благодарю вкусные? тебя, Солнышко, за то, что ты... А с мясом самое вкусное. С мясом С самое мясом? вкусное? Очень вкусно. Прям пальчики облизать. А тебе какие понравились? Я пока только этим пробовала. Вот эти М. вкусные. Попробуйте. Прям не оторвался, я бы так вот сразу 2 выпил бы. Вот так вот. Вот так, ух, именно. Вкусно, конечно, мам.
Благодарю тебя, солнышко, за вкус. Пожалуйста. Моська вся в сметане, значит вкусно.